ты не просто смотришь это видео, ты чувствуешь, что кто-то идет в твою жизнь. Не просто человек, а мужчина, который изменит ее. Это не случайность, это не повтор, это не дежавю, это новая глава. Сейчас карты Таро покажут, кто он, зачем он и что изменится в твоей жизни навсегда, когда этот мужчина войдет в твою жизнь и перевернет ее навсегда. Также, возможно, мы еще и посмотрим его имя и фамилию. Ну, во всяком случае, получим знаки судьбы. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн-гадание для женщин на мужчину, который идет в вашу жизнь и намерен перевернуть ее навсегда. По традиции мы будем работать сегодня в потоке. Я поставлю таймер. Думаю, что в ближайшие 30-40 минут мы посвятим нашему погружению в пространство ваших вариантов. А вы настройтесь на себя, на свою энергетику. Представьте себе, возможно, того мужчину, о котором вы мечтаете или которого вы бы себе хотели. Если не можете, поставьте на паузу, представьте его, и мы начнем. Давайте посмотрим энергии присутствия этого мужчины. И первый вот из потока вопрос, который бы я хотел для вас специально открыть, это какая мужская энергия уже приближается к вам вот прямо сейчас. О, молодой человек. Молодой человек, да. Ну, смотрите, это новый человек, скорее всего, и он новый. Возможно ли вы его знаете? Ну, пока что я скажу, что, скорее всего, вы его не знаете, но пажи, они иногда могут указывать на того человека, которого вы уже знаете. Тем не менее, вам идет именно мужская энергия, энергия молодости, юности, свежести, то есть это... Давайте так скажем, мужчина, который в рассвете сил чувствует себя позитивно, чувствует свою мужскую энергию, он может быть инфантильный, это инфантильная мужская энергия больше, но она ярко выражена как мужская. То есть если он инфантильный, но он мужчина именно, да, понимаете, то есть это не самый слабый паж. Ну, у нас два сильных пажа. Это у нас какие? Паж жезлов, естественно, и паж мечей. Поэтому да, скажу так. Это энергия свежего, нового, молодого, сильного, сексуального, энергичного мужчины, который... Ну, у меня вот все равно, я вот хочу сказать, что он почему-то вот... У меня эта карта вызывает такой поток, что он снова вам хочет что-то предложить. Поэтому вот это снова, оно и дает мне... Ну, возможность предполагать, что вы его все-таки знаете, нежели не знаете. Ну, может быть, вы его уже один раз видели, когда-то вас знакомили, или вы случайно познакомились. Или у вас что-то было, потом уже не сразу пошло, да, или не пошло совсем, да. Хорошо, а вот давайте тогда проверим, что вы чувствуете на тонком уровне, даже если не осознаете этого, насчет этого мужчины. А вот на тонком уровне у вас не все хорошо. Девятка мечей, вы чувствуете, что тупик, что у вас не будет возможности такой. То есть на тонком уровне вы боитесь. Может быть, это такое состояние, ну, как говорится, нестояние, да, то есть у вас как бы на тонком уровне вы не готовы к отношениям с этим новым мужчиной, который будет все менять. Ну, может быть, потому что предыдущий мужчина создает вам серьезные проблемы в этом, да, ну вот по обстоятельствам. Поэтому у вас и девятка мечей. То есть на тонком уровне вы не осознаете тупиковой ситуации для себя. Или осознаете. Ну, скорее всего, вы не осознаете, что вы где-то себе подсознательно не даете этой возможности. Да, вот как будто бы вы сами себе перекрываете дорогу или создаете какую-то проблему. Ну, бывает. Девятка мечей, она такая. А хорошо, давайте спросим. Ну, может быть, еще, знаете, вот на тонком уровне вы боитесь подсознательно проблем. То есть, знаете, вы, может быть, вы так долго были
ну или в одиночестве, или в предыдущих отношениях, что даже и не представляете, как могут выглядеть, да, новые отношения. То я себе хочу поставить часы, чтобы наблюдать по времени, сколько идет, да, на каждую карту. Окей, хорошо, ну давайте тогда, вот какой архетип несет в себе этот мужчина? Какой собирательный образ, да? О, круто. Не, смотрите, все четенько пока что. Паж жезлов и король жезлов. Вам идет архетип, может быть он и свежий, новый, молодой, да, может быть он помоложе вас, юный, да, там такое. Но вам идет архетип мужчины. Политика, это политик. Предпринимателя, этот мужчина с юга. Этот мужчина может быть при власти. Этот мужчина инициативный, успешный. По характеру он больше холерик. Ну, это больше все-таки холерик. Он импульсивный, он противоречивый. Ну, такой настоящий лев. Так что здесь, смотрите, обращайте внимание на мужчин в этом раскладе. На мужчин. Львов. На мужчин стрельцов и на мужчин овнов. Но это чистый лев, это собирательный образ всех огней. Да? Хорошо. То есть такой мужчина себе, знаете, король трефовый, а король трефовый у нас имеет власть. И он, это архетип мужчины, который имеет власть не просто так, но еще и над женщинами. Окей. Вот что в нем будет сразу притягивать вас? Какая-нибудь? Опять огонь. Смотри, как шикарно выпадает. Четверка посохов. Вы себя с ним будете чувствовать уютно. Вот как будто бы вы, представьте себе, закройте глаза, как будто бы вы сидите у камина, этот камин потрескивает, вам тепло и играет ваша любимая мелодия именно, да? Ну, может быть, не песня, а именно мелодия. Настройтесь, закройте глаза, поставьте на паузу, попытайтесь услышать треск дров в камине и мелодию. И можете написать, получилось у вас это, и какая мелодия пришла вам в потоке. Да, вот это вот уже визуализация вот этого вот камина. Но, тем не менее, смотрите, вас будет в нем притягивать то, что вам с ним спокойно, тепло, уютно, комфортно. Слышите, как идет? И вам, знаете, с ним, с этим человеком будет достаточно немного, достаточно его присутствия. Хотя он, скорее всего, этот человек, ну, я пока скажу так, не будем забегать вперед, мы еще, может, посмотрим, какой поток будет, да, обеспеченный, необеспеченный, состоятельный, самодостаточный или нет. Но, тем не менее, вам с этим человеком много и не надо будет. То есть здесь с этим человеком вы будете чувствовать, что с милым и рай в шалаше. И не обязательно, чтобы милый при этом был атташе. Да? Окей, хорошо. То есть, вы знаете, все-таки чувство комфорта и покоя. Вот почему-то у меня сейчас идет аксамит. Да? Аксамит — это бархат по-украински. И вы будете чувствовать какое-то такое бархатистое состояние, бархатистое настроение. Почему-то у меня так идет. Какая, давайте вот спросим, какая черта его характера будет доминирующей? Работяга, трудяга, бизнесяга, успешный. Ну и человек, который постоянно растет. То есть это, ну, такой, знаете, архетип мужчины, который в постоянном развитии и постоянно, ну, больше он, конечно, постоянно работает, но, тем не менее, он достигатор. Вот давайте так, какая черта его характера? Это достигатор. Там все выше и выше, все лучше и лучше. Вини девицы, да, пришел, увидел, победил, да. Ну и так далее. То есть человек по восьмерке пентаклей, он склонен достигать, ставить задачи и достигать. Достигатор все-таки больше. И ну, упорство, натхнение, да, это все-таки больше не про упорство, а про вдохновение, да. Но вот именно вот он вдохновлен упорством, да, вот почему-то у меня такое идет. Ну, хорошо, классный мужик. Хорошо. А давайте тогда спросим, а как он будет отличаться от предыдущих? Вот.
Или чем? Ну, смотрите, у этого мужчины, который идет в вашу жизнь, у него очень богатый жизненный опыт. И, скорее всего, он не будет разбивать вам сердце. Он не разобьет вам сердце. И он будет, у него будет опыт именно и со своими какими-то, да, проблемами сердечными, да, душевными, я имею в виду, в отношениях. Но этот человек вряд ли разобьет вам сердце. Поэтому уже можно чувствовать себя комфортно, спокойно. И если прямо сейчас вы чувствуете комфорт и успокоение, ставьте на паузу, подписывайтесь на канал и обязательно черканите пару слов в комментарии, почему вы чувствуете этот покой и комфорт. Хорошо, но что в нем покажется вам знакомым, словно из прошлого, да, вот из прошлого или снов, вот что в нем будет такое вот о дежавю, да? Перспектива. Вы знаете, что из прошлого или снов вам будет казаться знакомым вот в этом? Когда-то у вас был мужчина, который вам много обещал, нифига не делал. А этот будет обещать и делать, и показывать. Поэтому вот что-то подобное было в обещаниях, но не в реализации. А здесь будет и обещание, и реализация. Поэтому, как его можно узнать даже, да, вот здесь вы почувствуете какое-то лидерство. И что вы будете чувствовать себя именно вот, вам не нужно будет быть сильной. То есть вы почувствуете себя вновь слабой. И в этой слабости вы будете именно кайфовать. Вы не будете в ней болеть, страдать, напрягаться, да, а вам эта вот слабость будет такая, как нега, мягкая, да, расслабляющая. Интересный такой прям, вам эта колода прям обещает какого-то такого горячего, такого жезла. Раз, два, три, четыре, работяга, еще и не разобьет сердце. Кто о таком не мечтал, напишите. Если вы не мечтаете о таком, то напишите, и я тогда вам, я не знаю, поставлю сердечко, может быть даже. Если вы напишите, почему вы о таком не мечтаете, наверное, потому что он идеальный, правда? Хорошо, тогда давайте спросим так. Вот что Вселенная хочет, чтобы вы почувствовали, когда он появится? Или какой это будет знак от Вселенной в чувствах ваших именно? А здесь вы почувствуете, что вам будет больше силы. У вас начнет появляться сила именно. И вы будете чувствовать, что у вас появилось то, о чем вы так долго мечтали. О чем у вас так сердце болело. О чем вы так долго ждали этой новости. Вы почувствуете прилив сил при этом. Даже, может быть, перестанет что-то болеть. Или вы начнете выздоравливать, набираться сил. Да? То есть энергия пойдет от него. От него же колоссальная энергия жезлов. Если вы чувствуете сейчас, что вы наполняетесь этой энергией, вот эта энергия чистого намерения работает с вами через этот канал, через этот расклад. И уже работает с вами через руну Совела, можете руну Соло нарисовать на запястье, она пойдет и протолкнет в вас вот этот вот поток мужской энергии. Окей. Сегодня, кстати, будете хорошо спать и не будут мерзнуть ноги, руки. Вот такое вот, то есть не будет зяби у вас, по идее. Окей. Давайте, уже так вот по энергетикам посмотрели, немножечко заглянем в его внутренний мир, да, и посмотрим, вот какой у него был путь до встречи с вами. Тут такие карты, у него как будто бы какой-то путь был. Какой путь у него был до встречи с вами? Нелегкий, витиеватый. Где-то его обманывали, где-то ему приходилось хитрить. То есть, давайте так скажем, это путь не ангела. Учитывая то, что человек король жезлов, это король королей, условно говоря. А император это повелитель королей. Естественно, то есть он прошел, условно говоря, по семерке мечей огонь и воду, да, может быть даже медные трубы, но в принципе этот человек не всегда был честен с самим собой, но и может быть с окружающими, но и окружающий мир с ним был не всегда ласков. Давайте тогда спросим, смотрите, здесь король огня, король энергии, а здесь болезнь какая-то, да?
Вот что он уже исцелил в себе? Что он смог исправить в себе, да? Вот он не святой, были какие-то у него грехи, огрехи, да? Что он исправил в себе, исцелил? Ну, во-первых, он принимает свои ошибки. Он стал более решительный или еще более решительный. Он стал более ответственный. Он стал более прозорливый. Он стал более хитрый. Он стал более умный и мудрый. Ну и он стал менее более храбрый, вот так, менее боязливый, да, или более храбрый. Вот такие вот моменты он себе исцелил. Ну, самооценка у него стала на место этого человека, и я вам так скажу, он стал ощущать себя лидером и хозяином ситуации по этой карте. А вот с чем он все еще борется внутри? Ну, где-то прошлые отношения могут ему напоминать о чем-то хорошем. И где-то что-то, какой-то он гештальт еще в прошлом не закрыл. Но, смотрите, у него решимость действовать и идти вперед есть. Поэтому давайте так скажем. С чем он борется внутри? Где-то вот эти эпизоды, вспышки былого счастья в нем до сих пор дают ему, он видит вот эту какую-то радугу минулых дней, да, когда ему было хорошо. И эта вот радуга, она здесь, для вас вы к ней можете быть и не готовы пока, а он где-то не готов будет ее отпустить, к сожалению. То есть это может быть прошлая семья, она будет иметь какое-то значение для него. Тут вопрос в том, насколько вы готовы воспринимать то, что он не может забыть или отпустить из прошлого, или с чем он борется. Ну, борется он как минимум с прошлым счастьем, да? Десятка кубков. Хорошо, а вот давайте тогда спросим. Ну вот тут болезнь какая-то, тут болезнь, да, условно говоря, болезненные карты. А здесь прям кровь, да, вот как будто бы, или огонь. Какая у него рана, которую вы сразу заметите? Его сразу заметная рана. Женщина. Его сразу заметная рана или больное место – это женщина, красивая женщина. Этот человек может быть склонен смотреть на красивых женщин, то есть залипать на красивых женщин. Хорошо это или плохо? Сами понимаете, с одной стороны это и неплохо, тогда это говорит о здоровье, да, мужчины. Но если это болезненное залипание, ну тогда это может быть не очень хорошо. Окей. Но как минимум старая рана – это старая женщина, или какая рана, которая будет заметна? Женщина, которая может быть. То есть, скорее всего, это или бывшая семья, или бывшие отношения. Ну, звезда выпадает. Хотя звезда иногда говорит о том, что все чисто, но учитывая то, что у него в прошлом счастье все-таки есть какие-то тараканы, то, скорее всего, это прошлые отношения. Окей. Что он скрывает от других? Да, вот. Скрывает от других, но не сможет скрыть от вас. Ну, здесь он может скрывать разочарование жизнью в жизни, боль от предательства и свои какие-то хитрости, свои тараканы, какие-то моменты, от которых он зависит, зависимости. Услышали. Ну, давайте тогда спросим, тут так мечей много, это какая-то когнитивная, ну, здесь получается когнитивная страсть, да, вот во что он верит глубоко внутри себя. Он верит в шестерку пентаклей, он верит где-то в том, что есть в мире справедливость, есть в мире поддержка, дружба, уважение и взаимопомощь. Ну, в принципе, качество такого хорошего партнера в нем есть. То есть он верит в дружбу, в партнерство и во взаимопомощь, во взаимовыручку, взаимоподдержку. То есть он верит во взаимовыгодные
отношения, и это уже в принципе неплохо. Если бы этого внутри не было, то есть он бы, может быть, и не был бы готов к новому чему-то. А тогда давайте спросим, вот что он ищет сознательно, бессознательно, да, вот, ну просто что он ищет. Вы знаете, король кубков, он ищет человека, с которым он будет счастливым. Он ищет, с кем он будет чувствовать себя здоровым мужчиной, веселым, расслабленным, раскрепощенным, радостным. То есть он ищет того, с кем он будет радоваться жизни и кого он может порадовать жизни. Хорошая карта в хорошем моменте, да. Ну и он ищет, допустим, даже подсознательно или осознанно себе партнера, партнершу, соответственно, да. И, ну так, чтобы, ну, все-таки он король водный, чтобы он был с ней на одной волне, так сказать. Окей. Ну, давайте тогда спросим вот здесь. Уже будем заканчивать с этим его, да, вот этим внутренним. Какой страх он унесет с собой, именно страх, даже если вот вы будете рядом? Ну, он не будет, смотрите, он не будет бояться быть щедрым человеком. Поэтому где-то он может не жлоб, этот человек, да, этот мужчина. То есть он щедрый, самодостаточный. Вот мы вернулись, да, к самодостаточности. И он не будет бояться тратить себя и вкладываться в эти отношения. Но здесь взаимопомощь, поэтому помните о том, что позиция брать-давать – это закон сохранения энергии. Ваше брать должно где-то быть равно давать. Понимаете, да? Окей. Хорошо, ну здесь мы так немножечко разобрались уже, да, вот с таким вот внутренним его миром, и давайте посмотрим вот его приход в вашу жизнь, как бы, как вы узнаете, что это он, да, как вы поймете, да, вот звезда это понимание, как вы поймете, что это он. Ну здесь верховный жрец, вы услышите грамотную речь, вы услышите, что рядом с вами человек, который не только четко, понятно, внятно говорит, внятно, да, не мямлет, не шамкает, там, не картавит. Ну, я имею в виду, знаете, как не то, что может он картавит, условно говоря, но есть люди, которые невнятно говорят. И есть люди, которые говорят четко, то есть вы его будете четко понимать, вы будете говорить с ним на одном языке. И вы будете понимать, и вам будет приятно понимать и принимать от него информацию. Вы почувствуете авторитет и уважение к этому человеку, да? Хорошо, а вот в каком контексте произойдет встреча и сближение между вами, да? Контекст не важен, вас будет сводить дух. Может быть, это на фоне каких-то неудач, поражений, разочарований в его жизни, в вашей жизни и так далее. Но здесь, по сути, вот если взять вот в каком контексте, в любом, это значение не имеет, этот вопрос здесь не имеет значения. Ну, может быть, где-то это контекст воодушевления. Окей. Хорошо, а вот что в вашей жизни будет происходить в этот момент? В вашей непосредственно. А здесь туз жезлов. И смотрите, паж жезлов и туз жезлов. Это ваша внутренняя карта, это ваша внешняя. Вы почувствуете и тяготение, огонь внутри, это огонь изнутри. То есть вы почувствуете действительно прилив сил, приток сил. То есть вы будете полны новыми идеями, и у вас будет куча планов на самореализацию. То есть вы будете заниматься, где-то вы будете творить свою новую жизнь, свою новую магию. То есть вы будете заняты, именно сконцентрированы на реализации своих планов и намерений. У вас появится, может быть, какой-то новый проект, бизнес-проект, может быть, какое-то новое увлечение. То есть будет что-то новое, что будет вас вести. И тут на пути будет вот встреча с этим уважаемым человеком. Хорошо, а вот давайте тогда спросим, что в вашей жизни будет происходить. В этот момент мы уже смотрели, да, а вот именно что он пробудит, вот, да, вот, что пробуждает. Вот у меня понимаю, что это происходит вот какой-то внутренний, да, рост по этому клеверу у вас, горошку, да, это горох прорастает, да, бобовое зерно. Вот что он пробудит
Вот, что он пробудит в вашей душе? Он пробудит в вашей душе спокойствие, опять-таки, понимание и четкое осознание того, что вам нужно. А как он изменит вашу повседневную реальность? Он сдвинет ее с мертвой точки. Но вы, скорее всего, уже будете в каком-то движении. И вы будете понимать, что вы можете спокойно совмещать новые отношения, может быть даже переезд, или смену места жительства, или смену места работы вместе с этим человеком. То есть у вас в жизни меняется, но этот человек никуда не девается. Понимаете? То есть он пробудит вот, в вашей душе спокойствие, а вашу повседневную реальность он оживит и придаст ей динамику. Причем где-то он может и брать ответственность на себя за ваши события в жизни. Но вы в вашей жизни будете тоже брать эту ответственность на себя и не бояться что-то менять в своей жизни. Давайте спросим. Вот вы куда-то уже движетесь, да, и тут вот Паш, как будто в какую-то новую реальность. Вот какие двери начнут открываться после его появления? Ну, у вас не будут открываться двери после его появления, а будут закрываться в прошлую жизнь. То есть появление этого человека окончательно закроет дверь в прошлую жизнь, и вы посмотрите по-другому на свою жизнь. Вы поймете, что напрасно вы печалились и горевали так долго. Все эти годы, может быть. Я так, почему-то у меня такое ощущение, что уже не 1 год и не 2, наверное, а уже года 3, как печалитесь, да, по этой карте. Окей. Хорошо, давайте тогда спросим, как он отреагирует, да, точнее, давайте даже не он, а как отреагирует ваше тело на его энергетику. Что вы телом почувствуете? А что вы избавились от оков, и что вы теперь не боитесь идти вперед и не боитесь рисковать. То есть у вас пропадет страх, и вот когда страх пропадает у человека, тело как реагирует? Оно расслабляется, оно успокаивается. У вас перестанут болеть мышцы, пройдут, может быть, головные боли, может быть, суставы перестанут болеть, может быть, сердце. То есть у вас снимется зажим, спазм уйдет. Ну, такой, знаете, мужчина-ножпа, да? Спазмалгетик, да? Хорошо. Тело будет расслаблено и перестанет бояться. И, ну, вы знаете, как бы перестанете в напряжении ожидать какого-то события, которое действительно вы ощутите, что оно произошло. То есть это событие произойдет, и вы перестанете его бояться. Ну и давайте тогда уже вот тут вот спросим, да, про интуицию, да. Что скажет ваша интуиция в момент встречи? Этот шанс я не могу упустить. Опять Паш приходит. Шансы, да. Этот человек, этот мужчина стоит моего внимания. Стоит на него обратить внимание. И вы не побоитесь посмотреть ему в глаза. Вот страха заглянуть в его глаза у вас уже не будет. Ну, прекрасно. Хорошо, давайте немножко так вот, уже хватит, я думаю, да, ваш внутренний мир проверять, да, подсказки ловить, инсайты. Спросим, вот, что он захочет выстраивать с вами? Двойка кубков, любовь и отношения. Поэтому он захочет вас именно выстраивать здоровые отношения и любовь, которой он будет принимать вас такой, какая вы есть, а вы таким, какой есть он. Давайте тогда, вот как он будет действовать, да, по отношению к вам, его действия. Здесь 6 кубков, он будет за вами ухаживать, как за ребенком. То есть будет как отец больше, да, или может быть как дедушка. То есть вот такой вот архетип человека, который заботится и ухаживает о вас, как в детстве, да. Ну, давайте посмотрим динамику между вами в начале.
Между вами вначале будет яркая, позитивная, горячая динамика, поэтому настраивайтесь на по-настоящему огненного мужчину. Вот что он увидит от вас такого, чего не видел в других? Чем такая ваша уникальность? Ну, здесь смотрите, здесь дьявол, и здесь вы его, может быть, зацепите какой-то своей теневой частью, тенью, но эта тень ему так зайдет, так зайдет. Есть какая-то у вас особенность, и если она действительно есть, поставьте на паузу, напишите: да, у меня есть такая особенность, я не знаю, но не скажу. Ну, нормально. Не будем раскрывать своих дьяволов, да, пусть. Но, тем не менее, он увидит в вас тень дьявола, это его зацепит, он зацепится за вашего дьявола. Окей. Каждый знает своего дьявола, да. Ну, давайте тогда спросим, вот что вы про любовь немножко здесь, да? Что он изменит в вашем восприятии любви? Вы почувствуете себя императрицей, мало того, вы почувствуете себя способной родить, мало того, вы еще почувствуете себя настоящей женщиной, ну и мало того, вы почувствуете себя самой собой, наконец-то, наконец-то. Ну и тут здоровье, вы начнете выздоравливать. Хорошо. Но в восприятии любви вы почувствуете себя единственной неповторимой женщиной, императрицей и хозяйкой ситуации. Может быть, где-то богиней. Это Венера. Хорошо, давайте тогда поинтересуемся, вот как вы будете влиять на него. Ну, как вы будете влиять на него? Он будет хотеть вас защищать, брать на себя всю ответственность, и вы повлияете на него таким образом, что он будет себя чувствовать настоящим королем рядом с императрицей. Слышите, королем рядом с императрицей. Поэтому где-то вы для него будете важны больше, чем все остальное. Или все остальные. Хорошо, а где тогда появится первый внутренний конфликт между вами? Или где может появиться внутренний конфликт? Ну, здесь смотрите, здесь амбиции и эго. Может быть, ваши амбиции и его эго, или ваши амбиции и ваше эго. Ну и здесь может быть поездка-переезд. Обращайте внимание на амбиции эго и переезд. Поэтому внутренний конфликт между вами — это переезжать или не переезжать, ехать, не ехать. Ты приедешь ко мне, а я не знаю. Вот и не знай дальше. Да? Хорошо, давайте тогда спросим, вот что вы должны будете отпустить. Все-таки мне так вот хочется здесь посмотреть, чтобы он вошел глубже в вашу жизнь. Да? Или поглубже просто вошел в вас. В вашу жизнь, я имею в виду, да. Что вы должны будете отпустить? Ну, вам нужно избавиться от идеализации, это раз, и не требовать от жизни всего и сразу. То есть это идеал нужно отпустить, важность нужно отпустить, желание иметь все, много и контролировать все, и желание гневить Бога. Вы, наверное, по-настоящему научитесь ценить то, что есть, и ценить это в моменте. Вот почему-то так. И чем больше вы это будете ценить, тем он глубже будет входить в вашу жизнь. Хорошо, давайте тогда вот спросим о переменах, которые он принесет. И посмотрим, вот, что изменится благодаря ему. Ну, здесь все-таки архитектор материального мира. Что изменится благодаря ему? Ваша судьба, она облегчится, или он завершит ваш кармический цикл и переведет вас на новые линии жизни. То есть вы станете жить легче, меньше страдать, меньше напрягаться. То есть в целом жизнь станет легче. Давайте тогда вот какой старый сценарий вы прервете вместе с ним? Ну, понятно, страдания, а что еще? Ну, здесь вот такое заигрывание или флирт без обязательств. То есть здесь на этот раз уже будет все серьезно у вас. Что в вашей судьбе трансформируется, и это будет необратимо. Вы начнете
спокойную, самодостаточную и богатую жизнь, обеспеченную жизнь, где вас будут ценить как императрицу и не будут жалеть для этого ничего, абсолютно. Все звезды мира и вся роскошь будет для вас. Хорошо, давайте тогда просто спросим, вот в какой сфере вашей жизни этот человек может стать катализатором? Ну, вы знаете, это брак, союз, ну, замужество и спокойная жизнь, просто спокойная жизнь, где вы будете понимать, что вы наконец-то получили по заслугам, своим заслугам, да, то есть вы заслужили это. Поэтому, ну, это юридическая область или правовая, поэтому это, скорее всего, законный брак. Что вы поймете о себе через эти отношения? И здесь десятка пентаклей. Что счастье стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. И что ваше упорство вознаграждено по закону сохранения энергии. И что тот человек, который может выдерживать и терпеть, может и заслужить. Хорошо, ну и это о взаимоподдержке и родственных связях в позитивном контексте. Ну, давайте теперь перейдем, ну, как бы немножечко к финалу, и мне хочется спросить. Вот повороты судьбы и итог. Что произойдет, когда он проявит свои истинные чувства? Вам придется принять самое важное решение и смириться. Запомните это. То есть, когда он проявит свои истинные чувства, вам придется смириться, принять их и принять поистине важное для вас решение. Какое оно, вы еще не знаете об этом, вы его еще не видите. И я не вижу по этой карте, поэтому и не скажу на этом раскладе. К чему приведет его приход через полгода или 3 месяца? Вы почувствуете, что ваше здоровье, ваш материальный поток, ваша внутренняя энергетика укрепляется. И вы как минимум или зарабатываете больше, или чувствуете себя лучше, или и то, и другое одновременно. Но как минимум вы почувствуете, что пентаграмма света вам усиливает ваш материальный мир. Какое послание несет вам судьба через этого мужчину? Карма и отработка. Человек, который старается, работает, терпит, выдерживает, прилагает усилия, вкладывается и справедливо отрабатывает свою карму, всегда заслуживает на вознаграждение. Ну а теперь давайте его имя и фамилию посмотрим. Ну, естественно, мы пробуем, воспользуемся рунами. Начнем с имени. Имя на какую букву у этого мужчины может быть? Мы посмотрим трое имен. Первое имя А. Второе имя на букву А. Ну, первое имя на букву А, второе имя на букву И. Третье имя на букву F. А, И, F. Окей. Хорошо. Фамилия. Т. Первая фамилия на Т. Вторая фамилия Х. И третья фамилия В. Искренне желаю вам по-настоящему заслужить того человека, с которым вы будете чувствовать себя так, как услышали, находясь в этом раскладе. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Пока-пока.